Всем доброго дня еще раз. Друзья мои, иногда нам нужно, чтобы от нас отстали. Если человек добивается чего-либо, мы об этом уже много раз говорили. Есть очень много желающих испортить ему жизнь. Доносами, проверками. И даже если человеку нечего скрывать, нечего бояться, всегда найдутся и среди чиновников в том числе. Там тоже люди разные, есть и достойные люди, есть не очень. И всегда найдутся те, кто захочет самоутвердиться за счет вас, особенно если вы известный человек, навредить вам, какое-то дело на вас завести, прославиться, почему бы нет. И иногда людям нужна защита, чтобы о них вообще не думали, обходили их стороной. Я вам уже говорила, что слово «казенный» когда-то казенными людьми называли крепостных крестьян, которые принадлежали казне, царские крепостные. Но потом так начали называть чиновников, потому что они принадлежали, то есть они получали жалование из казны непосредственно, и они считались казенными людьми. Потом казенные учреждения начали называться именно казенными, если до этого называли, скажем, государственные или царские, или государевы люди. Это же те же самые казенные люди. По сути, смысл слова крепостной, наверное, все-таки сохранилось в этом деле, потому что они тоже подневольные люди, то есть они исполнители. Им дают приказ, они исполняют. Может быть, и отсюда название «казенный человек». Но в любом случае я хотела бы, чтобы вы понимали, о чем речь, о каких казенных людях идет речь. Я вам хочу подарить заговор, который поможет вам, чтобы от вас отстали. Еще раз скажу, что проведенная в комплексе работа, она, конечно, намного сильнее. Как происходит, чтобы отстали? Понимаете, некая сила начинает отвлекать этих людей в сторону. Просто от вас отводит. У них какие-то проблемы случаются, кого-то куда-то переводят, кто-то решил вами заняться, и внезапно там какие-то бедствия на голову посыпались, и он оставил это дело. То есть люди, иногда делая подлость или думая, что подлость им удастся, они должны задумываться над тем, какого человека вообще трогают. Есть люди, у которых очень сильный род, есть люди, у которых есть способности определенные, есть люди, которые вот так возьмут и начитают. И на голову того человека, который начал преследование, начнут сыпаться бесконечные бедствия. Потому что человек дал задание этим силам. Он попросил себя защитить. А как эти силы это сделают, это уже их дело. И, конечно же, очень может быть, что на того человека, который решил этим делом заняться, обрушится очень много проблем. Вас отведет в сторону и заставит эти силы о вас забыть. На врагов читать нельзя. Это заговор именно нацелен на казенный люд, то есть на людей, которые прокуроры, судьи, следователи, кто еще там, участковые, еще что-то и так далее. Они могут о вас очень благополучно забыть навсегда иногда. Я всегда говорила и повторяюсь, если вы чувствуете, что кто-то пытается мутить воду, знаете, не стоит недооценивать подонков. Есть много людей с комплексом неполноценности, комплекс маленького человека, ничтожного человека, которые в своей жизни ничего не добились. И они считают, что они становятся частью великого процесса. Вот я ничего не добился, я никто, меня звать никак, зато я могу доносы катать, писать доносы туда-сюда. Где-нибудь да отреагирует. И когда у человека начнутся проблемы, я почувствую себя личностью. Ведь я, будучи никем, решаю чью-то судьбу. Понимаете? Такими были
в 1937 году, такие есть и сейчас, такие есть везде, всегда, во все времена. Те, которые не смогли ничего и начинают портить и поганить жизнь тем, которым удалось то, чего не удалось у них. Да? Пробовали, не получилось. Пошли мстить тому, у кого получилось. Или там хорошо живет на свете Винни-Пух. Так вот, вам нужно 6 вечеров кряду, потом снова повторить, если такая вот острая необходимость, если действительно продолжается нечто нехорошее. 6 вечеров кряду, как только солнце садится, вечером или ночью, в любом случае должна быть ночь, тьма. То есть солнца не должно быть. Становитесь возле окна, открытого, зимой, летом, неважно. Читать нужно 3 раза, вцепив руки в замок. Вот так. Положите перед собой этот текст и напишите таким образом, это большой текст, напишите или мелко, или несколько листочков разложите рядом. По крайней мере так, чтобы вам не пришлось освобождать руку. Вы должны до конца 3 раза начитать, вот так, держа руку замком. Только после можете освободить руки. Если вам позвонят, постучат, ребенок придет, там кошка, собака отвлечет, значит, сделайте чуть позже еще раз. Но отвлекаться нельзя, поэтому все отключаем. Становимся босоногие, простоволосые, волосы распускайте. Снимите с себя все украшения, вплоть до обручального кольца. Все отложите в сторону. Ваша энергия должна быть свободной. Даже вот лиф не одевайте. Просто что-нибудь накиньте свободное. Стойте, значит, вцепили руки, посмотрели вдаль, открытое окно и читайте. Где-нибудь вдалеке можете оставить свет, яркий свет там не нужен. Но где-нибудь можете оставить, можете даже рядом свечу поставить, может быть, чтобы было видно текст. Но осторожно. Все, начитали, собрали это все. Здесь свеча не играет роли. Ну, лучше, конечно, потушить, если уж вы зажгли ее. Уберите подальше. И вот так 6 ночей кряду. Если будет необходимость, повторяйте. Но с первого раза вы почувствуете определенное облегчение. От вас начнут потихоньку отставать. Это закрытие, замок. Вы закрываете себя от них. А силы сами разберутся, как вам помочь. И всегда говорю, лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить долго. Лучше останавливать это еще не начавшийся процесс, когда он только должен, и вы подозреваете, чувствуете, что что-то начинается, чем потом тратить силы, энергию, жизнь, деньги, чтобы это остановить и чтобы себя спасти и вытащить из этой дыры, куда вас пытаются засунуть ваши недоброжелатели. Итак, заговор. В заговоре есть такие слова. Пусть и власть имущие руки на меня не поднимают. Пусть и власть имущие рот не открывают. Так вот, в этих, значит, отрезках заговора вы должны перечислить сами, какие власть имущие именно вам мешают или от кого вы хотите себя оградить. Например, у мертвой девицы рука не поднимается, и у власть имущих рука на меня не поднимается. Но в этом промежутке нужно перечислить. Например, у мертвой девицы рука не поднимается, и у власть имущих, ну, например, участкового, прокурора, судьи, следователя, можете всех перечислить, можете одного человека, чиновника, то есть именно его, как бы сказать, его чин, его титул назвать. Ну, кем он работает, значит, чтобы такой-то
да, у такого-то рука не поднималась. Можете налоговую, смотря где вас преследуют. А можете всех их перечислить. Поэтому здесь я каждый раз не буду говорить. Я просто скажу там перечислить, а вы уже понимаете, о чем речь. Дикое поле раздолье. Посреди поля стоит гробница, в ней лежит мертвая девица. Рука у нее не поднимается, уста не открываются, в сердце любовь и ненависть не загорается. Никого не ждет, не скорбит, не сокрушается, не скучает, не ищет встречи, не желает расправы, не судит, не казнит, а мертвым сном она спит. Так бы и всякая власть, всякий казенный человек, всякий, кто карает, кто судит, всякий из них про меня забудет. У мертвой девицы рука не поднимается, и у власть имущих перечислить рука на меня не поднимется. У мертвой девицы уста не открываются, так и у власть имущих перечислить уста на меня не откроются. У мертвой девицы в душе нет любви и ненависти, и у власть имущих перечислить нет ко мне любви, али ненависти. Мертвая девица лежит в своем склепе, ни с кем встречи не ищет, и власть имущие перечислить пусть не ищут со мною встречи. Мертвая девица в гробнице мирно лежит, а власть имущие у себя сидят, и обо мне не думают, и со мной встречи не ищут. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Дикое поле раздолье. Посреди поля стоит гробница, в ней лежит мертвая девица. Рука у нее не поднимается, уста не открываются, в сердце любовь и ненависть не загорается. Никого не ждет, не скорбит, не сокрушается, не скучает, не ищет встречи, не желает расправы, не судит, не казнит, а мертвым сном она спит. Так бы и всякая власть, всякий казенный человек, всякий, кто карает, кто судит, всякий из них про меня забудет. У мертвой девицы рука не поднимается, и у власть имущих перечислить рука на меня не поднимется. У мертвой девицы уста не открываются, так и у власть имущих перечислить уста на меня не откроются. У мертвой девицы в душе нет любви и ненависти, и у власть имущих перечислить нет ко мне любви, али ненависти. Мертвая девица лежит в своем склепе, ни с кем встречи не ищет, и власть имущие перечислить пусть не ищут со мною встречи. Мертвая девица в гробнице мирно лежит, а власть имущие у себя сидят, и обо мне не думают, и со мной встречи не ищут. Ключ, замок, язык. Заклинаю.